Удар в спину, давление и заявление об уходе. В Кремле обсуждают устранение президента. Зеленский ставит условия Москве и Вашингтону и признает проблему. Почему соглашение о мире не подпишут в ближайшие месяцы, когда в Украине пройдут выборы? Ответ из Верховной Рады. Громкий арест военных в Украине, резонансное задержание, спецоперация силовиков. Что происходит? Повторный удар и ответ, крылатые ракеты и удар из американского оружия по России. Регионы под атакой. Куда целились ВСУ? Поворот на фронте, возвращение тех, кто самовольно оставил части, может изменить ситуацию на поле боя. Заявление из Украины. Самая минимальная зарплата где? На каком месте Германия, страны Балтии, Польша и с какой суммой закрывает печальный рейтинг Украина? Обсудим. Волна нападений в РФ, растрата бюджетных средств, а еще данные нового исследования, почему семейные пары стали отказываться от постельной близости. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Ракеты США ударили по России. Системы «Хаймарс» выпустили залп по объектам в РФ. ВСУ отвечают на последнюю массированную атаку по Украине. Цель – Белгородская и Брянская области, ТЭЦ и электроподстанции. В Брянской, при этом уточняют, Украина применила еще и украинскую противокорабельную крылатую ракету «Нептун». И Богомаз, и Гладков заявляют о попаданиях по инфраструктуре и соответствующих последствиях, районы без тепла и света. ВСУ атаковали нашу область с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня «Хаймарс». В результате атаки в 7 муниципальных образованиях нарушено тепло и энергоснабжение. В темноту погруженный Киев, мегаполис готовится к новой волне холодов. Кличко заявил о грядущих непростых днях для украинской столицы. Света не будет по 22 часа в сутки. Нам предстоит пережить ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева. В столице вновь прогнозируются сильные морозы, в том числе в ночное время. Из-за крайне сложной ситуации в энергетической системе Украины после очередного массированного обстрела со стороны противника в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Опасная игра на теме детей. В Украине обсуждают скандал, в который попало госпредприятие «Укрпочта». Реклама ко Дню Святого Валентина внезапно превратилась в волну хейта. «Укрпошту» и бренд Рики Хайп обвинили в сексуализации школьниц. Короткие юбки, позы и школьная романтика вызвали бурю возмущения в соцсетях. Пользователи назвали фото отвратительными и заявили, что это эксплуатация детского образа. Особенно на фоне недавних дискуссий об уменьшении брачного возраста до 14 лет. Критику усилили сравнение с Лолитой, Набокова и обвинение в том, что бренд сознательно играет на запретных ассоциациях. После шквала негатива спорные фото удалили. Укрпошта извинилась перед теми, кого контент задел, при этом гендиректор компании Смирянский заявил, что сам проблемы в фото не видит, но из-за общественного давления взял паузу для окончательного решения, обвинив критиков в лицемерии и хайпажорстве. Я не воспринимаю лицемерие. Когда в соцсетях люди, которые не сдерживают себя в использовании ненормативной лексики, вдруг становится прообразом целомудрия на уровне матери Терезы, хотя и к ней уже есть вопросы. Это не забота о школьниках, а попытка проехаться на хайпе. Разумеется, никто не смотрит по... И, конечно же, никто не пересматривает клипы вроде Бритни Спирс «Hit Me Baby One More Time». Напомню, на прошлой неделе госпредприятие «Укрпочта» попало в скандал из-за обновления логотипа. Старый логотип немного развернули и доработали, потратив на это 600 тысяч гривен. Это практически 14 тысяч долларов. Украинцы возмутили такие траты на фоне войны и ее последствий. Украина – враг. Об этом, выступая на очередном антивоенном избирательном митинге, заявил премьер Венгрии Орбан. Киев пытается лишить Будапешт дешевой российской энергии, угрожая коммунальным тарифам. Кто это делает, тот враг Венгрии. Значит, Украина – наш враг, заявляет Орбан. По его словам, без снижения коммунальных платежей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей вырастут на 1 миллион форинтов в год. Это примерно 2600 евро. Для Венгрии, говорит Орбан, быть в хороших отношениях с русскими и украинцами и управлять ситуацией с Брюсселем – это вопрос нацбезопасности. Глава венгерского правительства также сообщил, что через 2 недели снова полетит к Трампу на первое заседание Совета мира. В Украине потери из-за самовольного оставления частей превышают безвозвратные потери на фронте, заявил командир 3-го армейского корпуса ВСУ Белецкий. Но если в строй вернулись бы хотя бы 200 тысяч военных из СЗЧ или СОЧ на русском, это дало бы армии ресурс, эквивалентный 7 месяцам мобилизации, и позволило бы на это время полностью ее остановить. Возвращение такого числа бойцов, утверждает он, кардинально изменило бы ситуацию на фронте, от стабилизации до возможности наступательных действий. Каждый случай
действующий СЗЧ напрямую увеличивает боевую нагрузку на оставшихся, что ведет к переутомлению, ошибкам и новым потерям. Проблему связывают с кризисом доверия к системе подготовки и мобилизации, который, по словам Белецкого, требует срочных и системных решений. 200 тысяч сейчас на фронте изменили бы ситуацию кардинально. При желании мы могли бы наступать в прямом смысле слова. Но как минимум мы могли бы точно полностью остановить наступление россиян. Я все это понимаю, и понимаю страх людей и так далее, но никто не хочет посмотреть на СЗЧ с другой стороны. Да, людям страшно, люди устали и все остальное, но большинство сейчас на самом деле бегут из учебных центров. Они еще не успели ни от чего устать. Но каждый СЗЧшник – это гарантированно погибший или раненый другой боец. Потому что когда из 3 человек один самовольно оставил часть и ушел, то на 2 остальных резко возрастает боевая нагрузка. Арест военных в Украине, резонансное задержание трио за решеткой. Военнослужащие ТЦК забили до смерти 55-летнего мужчину. О резонансном случае сообщает украинская полиция. Событие произошло в Днепропетровской области. У силовиков есть все основания подозревать военкомов в умышленном тяжком избиении. По данным полиции, мужчина умер в ночь на 7 февраля. Предварительная экспертиза показала смертельную травму головы. При этом полиция не уточняет, при каких обстоятельствах и где именно все произошло. В украинских телеграм-каналах идет бурное обсуждение смерти мужчины и действий ТЦК. Напомню, в целом в стране активно дискутируют по поводу того, что происходит во время мобилизационных рейдов. Сам Зеленский, я уже говорил, призвал нового министра обороны решить проблему буссификации, впервые публично назвав это слово. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления. В результате проведенных мероприятий было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны 3 военнослужащих ТЦК. Они задержаны, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Давление со стороны США и удар в спину. Нерешенный вопрос территории не даст возможности Украине и России достичь соглашения о мире в марте этого года, как того требует США. Об этом пишет ряд западных изданий. Хотя такая цель обсуждалась на переговорах в Абу-Даби. В Украине и России продолжают говорить о слитых деталях, одна из которых – скорая смена власти в Украине. Любое соглашение о мире должно сопровождаться референдумом и выборами. Проведение таких выборов потребует изменений в законодательстве, поскольку в Украине запрещено проводить выборы во время военного положения. Кроме того, это будет дорогостоящий процесс. Украина настаивает на прекращении огня на весь период избирательной кампании, чтобы защитить целостность референдума, и указывает, что Кремль имеет историю нарушений ранее согласованных прекращений боевых действий, сообщил один из источников. Проведение выборов в Украине не предвидится в ближайшие месяцы. Так публикации уже прокомментировали в Верховной Раде. Акцентируют, что просто не хватит времени на то, чтобы уладить все юридические тонкости. Необходимые законопроекты не будут готовы. Вероятность проведения выборов в мае я оцениваю как крайне низкую, потому что, во-первых, рабочая группа, которая занимается законодательством, еще не выработала законопроект. Идут дискуссии, в том числе в группе по вопросам безопасности проведения выборов, в которую вхожу и я. Пока нет каких-то уже проработанных конкретных алгоритмов, которые можно было бы выносить на рассмотрение зала. В Кремле же обсуждают устранение президента. Зеленского не должно быть на должности. Неоднократно заявляли в Москве, и обсуждение выборов на переговорах не беспочвенны. Последний раз Путин поднимал эту тему во время прямой линии всего 1,5 месяца назад. Тогда заявил, что не считает войну препятствием. Мы проводили выборы. Мы-то проводили и президентские выборы, и проводили муниципальные выборы, региональные. Вот в этом сентябре провели очередные выборы. И нам кто обеспечивал безопасность? Но вопрос не праздный. Согласен с тем, что власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно. Выборов требовал и Трамп. Зеленский ответил согласием и заявлял, что готов уйти, но говорил, что на время выборов те, кто требует этих выборов, должны обеспечить безопасность украинцам на время проведения. А накануне же Зеленский заговорил фактически об ударе в спину. За спиной Киева Москва и Вашингтон готовят большую сделку, экономическую, на сумму $12 триллионов и могут по-своему решить судьбу страны. В связи с вероятными рисками, украинская делегация сообщила позицию президента Украины, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины. Украина будет демонстрировать свою реакцию относительно этого в случае таких рисков.
Зеленский вновь озвучил предложение Путину оставить войска на местах. Это лучший вариант, а от варианта экономической зоны, который предлагает США, ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Кроме того, США требуют, чтобы Украина и Россия согласовали новое прекращение огня, энергетическое перемирие. Зеленский уже ответил, Украина готова не бить, если от ударов откажется Россия. Впервые украинский лидер также пролил свет на параллельные двусторонние переговоры между США и Россией, в которых Киев не участвует. По его словам, представители украинской разведки проинформировали его о переговорах, в ходе которых российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев продвигал проекты развития и сотрудничества общей стоимостью до 12 триллионов долларов. США послали Ирану жесткий сигнал с авианосца. Внезапный визит в зону потенциального конфликта. Спецпосланник Трампа Уитков вместе с Джаредом Кушнером и адмиралом Брэдом Купером, командующим военно-морскими силами США в зоне ответственности Центрального командования, оказались на авианосце «Авраам Линкольн», который уже находится в Аравийском море у берегов Ирана. Делегация пообщалась с экипажем, наблюдала за боевыми вылетами и встретилась с пилотом, который ранее сбил иранский беспилотник, приблизившийся к кораблю без ясных намерений, заявил Уитков. Он также добавил, что визит символизирует курс Трампа на мир через силу и демонстрирует готовность США защищать свои интересы. Американская пресса подчеркивает, Авраам Линкольн и его ударная группа рассматриваются как основной инструмент возможного удара по Ирану, если дипломатия зайдет в тупик. Показательно, что этот визит состоялся на следующий день после переговоров США и Ирана. Мы поблагодарили моряков и морских пехотинцев, понаблюдали за выполнением полетных операций в реальном времени и пообщались с пилотом, который сбил иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу без ясных намерений. Горжусь тем, что стою рядом с мужчинами и женщинами, которые защищают наши интересы, сдерживают наших противников и ежедневно демонстрируют миру, как выглядит американская готовность и решимость, находясь на боевом дежурстве каждый день. Китай в ярости и предупреждает Трампа о последствиях. США готовят новую крупную продажу оружия Тайваню. Это современные зенитные комплексы и другие системы вооружения. Пекин уже приватно заявил, оружейная сделка Вашингтона и Тайбэя может сорвать визит Трампа в Китай и встречу с Си Цзиньпином в апреле этого года. Об этом сообщает Financial Times. По данным источников, Белый дом готовит новый пакет вооружения для Тайваня после рекордной сделки на сумму более 10 миллиардов долларов в декабре 2025 года. Сам Си в телефонном разговоре с Трампом подчеркнул, что США должны осторожно подходить к вопросу поставок оружия Тайваню. Некоторые источники сообщили, что пакет может достигать 20 миллиардов долларов, хотя окончательная сумма еще не определена и может быть ближе к декабрьскому показателю. Администрация США планирует уведомить Конгресс о сделке в этом месяце, но эксперты считают, что Трамп может отложить это до возвращения из Китая. Запрещенная символика и атака на силовиков. В России волна нападений. В больнице 5 пострадавших. Состояние нападавшего, 15-летнего подростка, врачи оценивают как тяжелое. В российской Уфе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2 и более лиц и нападении на полицейских. Все произошло накануне. Парень с ножом пробрался в студенческое общежитие для иностранных студентов Башкирского медуниверситета. По данным очевидцев, он выкрикивал националистические лозунги, нарисовал запрещенные символы на стене и подрывал петарды, а после накинулся на людей. Во время задержания оказал сопротивление и ранил полицейских и себя. Задержанный любитель видеоигр, занимается спортом и увлекается историей, даже участвовал в школьной олимпиаде. Подростка воспитывает преимущественно бабушка. В школе общался с несколькими одноклассниками, не проявлял агрессии к другим детям и учителям. Трудовое рабство в России. У граждан Казахстана и Узбекистана, которые приехали на заработки в Москву, отобрали документы и поселили в холодной бытовке с туалетом на улице, сообщает телеграм-канал «Осторожно новости» со ссылкой на одного из пострадавших казахстанцев. По словам мужчины, он увидел в сети заманчивое объявление о работе. Рабочим обещали официальное трудоустройство на стройке в России и зарплату почти $2500 в месяц. На эту вакансию откликнулось более 10 человек из Казахстана и Узбекистана. Далее подписание договора, паспорта собрали, но не вернули. Условия для проживания: бытовка без воды, туалета и возможности приготовить горячую еду. Спустя почти 3 недели работы большинство работников так и не получили назад свои паспорта. Оказалось, что компания, с которой был подписан контракт, находится в процессе ликвидации. Сейчас люди просят помощи у полиции. Граждане Казахстана обратились в свое посольство. За 2 недели мы в России получили всего по 6 тысяч рублей. Нас заставили заплатить за спецодежду, даже тех, у кого были свои спецовки. Обещали отвезти нас в миграционный центр в Сахарово, но до сих пор этого не сделали. Нас незаконно лишили свободы, нас эксплуатировали. В 21 веке это дико.
Тревожный сигнал от ЕС. Украина последняя в списке. Евростат обнародовал новые данные, сравнительный анализ уровня минимальной оплаты труда. Среди стран-кандидатов ЕС в Украине самая низкая минимальная зарплата – всего 173 евро в месяц. Это ниже не только среднеевропейского уровня, но даже показатели Молдовы и Албании. Разрыв с ближайшими соседями почти двукратный. На другом конце рейтинга – богатая Европа. Абсолютный лидер – Люксембург с минималкой в 2704 евро в месяц. В топ-3 также попали Ирландия и Германия. В ФРГ минимальная зарплата немного не дотягивает до 2500 евро. Несмотря на соседство, большой финансовый разрыв между странами Балтии, к примеру, в Литве минимальная зарплата составляет почти 1200 евро, а в Латвии всего 780. Польша, по данным Евростата, ближе к лидерам рейтинга, на 10-й позиции. Там минималка почти 1140 евро в месяц. Среди 27 стран, по которым доступны данные как в евро, так и по паритету покупательской способности, Румыния стала главным победителем, поднявшись с 20 на 12 место. Северная Македония также улучшила свои позиции, переместившись с 26 места по евро на 20 по паритету покупательской способности. Каждая четвертая пара живет почти без интима. Таковы данные нового масштабного соцопроса компании Talker Research. В исследовании принимали участие 2000 человек. Это пары разного возраста. Картина тревожная, пишет New York Post, ссылаясь на результаты опроса. 14% участников прямо называют свою интимную жизнь неудовлетворительной. В среднем пары имеют близость 4 раза в месяц. Молодежь пока держится. Поколение Z и миллениалы занимаются сексом чаще всех, более 5 раз в месяц. Исследование выявило жесткую зависимость. Чем меньше жизни вне спальни, тем тише она в спальне. Пары в среднем устраивают 2-3 свидания в месяц, но каждая четвертая не ходит на них вообще. У тех, кто устраивает совместные вылазки или прогулки, и интим случается заметно чаще. По данным социологов, среди главных факторов, которые негативно сказываются на половой жизни – усталость, разный уровень сексуального влечения у партнеров и проблемы со здоровьем. За последние 2 десятилетия темп жизни стал головокружительным, а зависимость от технологий только усилила это, отметил директор по маркетингу Лела Лука Матутинович. По его словам, поддержание полноценной интимной жизни сегодня особенно важно из-за ее физических, эмоциональных и психологических преимуществ. Друзья, вновь и вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и репосты. Хороших новостей, дня и настроения. До встречи уже завтра.